Планшет с IPS-экраном с диагональю в 12,1 дюйма, частотой обновления экрана до 120 Гц, яркостью в 600 нит, процессором Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, поддержкой фирменного Smart Pen, чехла клавиатуры, аккумулятором емкостью до 10 тысяч мАч, отличным временем автономной работы, быстрой зарядкой до 33 Вт, операционной системой HyperOS, металлическим корпусом и 4 стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к планшету под названием Xiaomi Redmi Pad Pro. Но так ли все хорошо, как заявляет производитель? Разумеется, сейчас я вам расскажу. Перейдем к распаковке. Напоминаю, что данная модель была уже у меня на обзоре, но в лимитированной расцветке Harry Potter Edition. Плюс это был планшет китайской версии, а также был обзор на планшет Poco Pad, что тоже является копией Pad Pro. Упаковка, разумеется, в обыкновенной версии не такая презентабельная. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Упаковка надежная, в комплекте мы имеем планшет, краткое руководство пользователя, ключ для извлечения слота под microSD до 1,5 терабайт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 33 Вт. Габариты планшета 280 на 182 на 7,6 мм, а вместе с блоком камер 9,8 мм. Весит он 576 граммов. Летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я, разумеется, разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro ежемесячно. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и подписаться на телегу скидок. В комментарии либо в описании своего канала вы указываете еще имя свое в телеге. Участвуют все страны, присутствовать на стриме для розыгрыша не обязательно. Розыгрыши уже 5 лет по такой схеме ведутся, так что смотрите в ВК, в сообществе отзывы. Переходим к обзору. Приобрести планшет можно в серой, синей и зеленой расцветке. Собран планшет хорошо, корпус выполнен из металла, но вот расположение мини-джека на 3,5 мм и разъема Type-C несимметричное. Все, как говорится, по-прежнему. Но кто-то скажет, что как только ты чехол надеваешь, все становится по центру, но я так не считаю. Лучше по центру сделали. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и, разумеется, 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Персонализировать звучание под свои предпочтения можно, а в настройках есть предустановка звучания и кастомный эквалайзер. Качество звука хорошее и объемное. Вибромотора нет, что стандартно для планшетов, а из особенностей это поддержка Smart Pen и чехла клавиатуры. Стилус с 4096 уровнями чувствительности к нажатию, силой активации в 10 грамм. Отдельно покупать данный стилус не советовал бы. Что можно сказать и про чехол клавиатуру? Слишком дорого, потому что если вы будете брать весь комплект, то тогда уж смысл есть даже в ритейле что-то другое покупать дороже. Redmi в этом смысле вообще не демократичны. Решили на аксессуарах нажиться, когда планшет адекватных денег стоит. Redmi Pad Pro оснащен IPS-дисплеем на 12,1 дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей, защитой Corning Gorilla Glass 3 версии, поддержкой технологии Dolby Vision. Экран имеет соотношение сторон 16 к 10, а соотношение экрана к корпусу 83,6%. Плотность пикселей 249 ppi, а контрастность 1500 к 1. По моим замерам, на 100% яркости экран выдает 435 люксов, и для домашнего использования данной яркости вполне достаточно. Функция автоматической регулировки яркости отрабатывает хорошо, частота обновления экрана максимум 120 Гц с автоматическим режимом, а в настройках можно также выбрать 60 и 90 Гц. Мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно, в принципе практически как все планшеты брендов. Функция для разделения экрана на борту: можно разделять экран на две части, открывать приложение в отдельном окне и не только. Разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лиц. Срабатывает распознавание лиц в целом хорошо, как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. Биометрические же данные можно завести до 2 лиц, за что плюс. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,4 ГГц, графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на 6,8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 ГБ и 256 ГБ. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, интерфейс доступен на русском языке, система работает заметно лучше, чем в Redmi Pad Pro Harry Potter Edition. Скорее всего, с обновлениями слегка оптимизировали процессы системы. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth чип установлен в версии 5.2. Список поддерживаемых аудиокодеков вы можете наблюдать на экране, но в целом он неплохой. NFC модуля, разумеется, нет, как и нет поддержки спутниковой навигации. Повторяюсь, практически 3 одинаковых планшета у них. Емкость аккумулятора 10 тысяч мАч, в PC-марке устройство выдало 4 часа 45 минут. Тест я проводил на 100% яркости с принудительными 120 Гц. В случае, если использовать автоматический режим подбора частоты, то тест выдает
дает около 10 часов, что очень даже неплохо. Redmi Pad Pro поддерживает быструю зарядку до 33 Вт, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания за 1 час 50 минут, поедает за час просмотра видео на YouTube с 100% яркости, по Wi-Fi 25% заряда. В играх за 1 час уходит в среднем 35%. Сенсорный отклик неплохой и не такой печальный, как был в версии с лимитированной расцветкой. Получше. Яркость планшет также сбрасывает после 15 минут в Genshin Impact. Играть в целом возможно, но не в тяжелые игры. К примеру, League of Legends, Wild Rift неплохо подходит для данного планшета и его оптимизации. Перейдем к тестам. Тротлинг тест проходит 296 гипсов минимально, максимально 336 и в среднем 319 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в GPU скоре 1792, в Single Core 1034, в Multicore 2988, в Antutu планшет выдал хорошие 602 тысячи попугаев. Storage тест, напоминаю, что в лимитированной версии было 53 тысячи. Стресс-тест прошел неплохо, результаты вы видите на экране. Планшет оснащен фронтальным и основным сенсором, которые могут снимать в 1080p 30 fps, оба сенсора на 8 мегапикселей. В стоковом приложении камеры есть видео, фото, ночной режим, шот-видео с различными эффектами, музыкой и изменением скорости. Качество видео и фотосъемки простое, хорошо, что снимает, в принципе, без фризов, и фото получаются в целом неплохие. Короткие примеры планшета вы уже увидели, хотелось бы лучшего, но что имеем, то имеем. Примеры фотографий вы тоже сейчас увидите. Минусы: все так же не оптимизировано расход заряда аккумулятора при максимальной герцовке, но по тестам и ощущениям легкие изменения все-таки есть, и притом в лучшую сторону. Мало яркости, нет спутниковой навигации, нет места под сим-карту в слоте, мини-джек на 3,5 мм расположили несимметрично, как и Type-C, и тест памяти выдал довольно плохой результат. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Али уже по 3 распродажи иногда в месяц делает, поэтому все это на дне рынка можно будет приобрести. Просто заходите в телегу скидок, вбиваете название девайса и смотрите динамику цен. Резюмирую, Xiaomi Redmi Pad Pro неплохой планшет, который я однозначно могу советовать к рассмотрению. Он точно лучше, чем планшеты третьего эшелона и второго эшелона. С обновлениями он стал более стабильно работать. От меня плюс за адекватную стоимость во время сейлов, хороший экран, беспроводные возможности, мини-джек на 3,5 мм и возможность расширения внутренней памяти до 1,5 терабайт. Какие альтернативы есть, повторяюсь, это смотрим на PocoPad и делаем выводы, что дешевле. Девайсу от меня однозначно да, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.